Это очень печальная история Золушки, случайно попавшей на королевский бал во дворец поздним зимним вечером. Любимчик принц так и не появился в танцевальном зале, а бал уже подходит к концу. Часы уже успели пропеть ку-ку, и в полночь все привилегии, с помощью которых дурнушка оказалась во дворце, пропали. И ей, конечно же, нужно бежать. Однако героиня не спешит покидать королевские покои и превращается в плохую девчонку. И с этого момента экстравагантная трэшевая приключенческая игра начинается. Ступиделла. Игрушка это не для детей и точно уж не для маленьких девочек. Персонаж здесь будет весьма неоднозначный. Игроку придется совладать с немного глупой и к тому же совершенно пьяной девушкой. Она очень любит выпить и скурить побольше пачек сигарет за день. Мало того, она будет обнаженной, что оценят далеко не все. Зовут эту несуразную и неадекватную девушку Элла. Вместе с ней вам предстоит окунуться в сюжетную линию, завязанную на Элли, которая случайным образом оказывается в довольно нелепых ситуациях. Сперва ее придется вытащить из сейфа, набрать нужную комбинацию цифр, после этого помочь ей сесть за руль автомобиля. Но это только малая часть странностей, которые будут с ней происходить. Помимо этого, вам предстоит совместно с Эллой совершать небольшие перебежки в попытках спастись от преследующих ее собак, маньяков и прочей нечисти. Также она повидается с такими же странными существами, что и она. Но кажется, что ничего в этом мире ее не смущает. Вам нужно будет постоянно находить решение проблем, в которые вляпывается главная героиня. Попытайся узнать, в чем секрет ее спокойствия, когда все вокруг отдает тоской и печалью. Игроку в Ступиделла предлагается совершить путешествие по 20 игровым уровням, каждый из которых готовит от одной до нескольких квестов, необходимых решить, если есть желание продолжить странствие главной героини. Первое, что можно заметить в игре Ступиделла, прохождение которой при хорошей сноровке может занять пару дней, это разные по уровню сложности задания. Также вам потребуется наличие недюжинной логики, смекалки и сноровки, но и заставит едва ли не на каждом шагу заходиться от смеха. Здесь нет явных подсказок, придется подбирать ключи, исходя из логики и ориентируясь на окружающие предметы. Стоит сразу оговориться, что здесь невозможно схитрить и пропустить парочку слишком трудных в прохождении квестов. Визуальная составляющая здесь выполнена на должном уровне, все окружение черно-белое и отдает депрессивным настроением, но глядя на внешний облик главной героини, становится немного спокойнее и хочется узнать, откуда она появилась, и познакомиться с главной героиней поближе, хоть она и не отличается высоким уровнем интеллекта. Эта милая с виду девушка каждую секунду норовит вытворить нечто глупое и несуразное. Эта игра довольно занятная головоломка, но при этом оформление игры очень оригинально. Если попробовать один раз в нее сыграть, то вы с вероятностью 99,9% станете поклонником Ступиделла. Прохождение этой игры, несмотря на кажущуюся простоту, иногда вызовет затруднения. Для некоторых прохождение потребует внимательности и сосредоточенности, а для других много терпения, так как главная героиня будет всячески портить то, чего удалось достичь. Однако именно в этом и состоит особая прелесть игры. В эту игру легко начать играть и практически невозможно оторваться, ведь все головоломки выполнены таким образом, что вкупе создают сюжет, и невозможно позволить себе потерять хотя бы частичку данного сюжета. Главная героиня постоянно находится в состоянии опьянения, что придает игре больше обезбашенности. Помоги промокшей девочке, раздолбайке найти дорогу домой, реши все загадки и узнай тайну ее происхождения. Удачи!